Всем привет! Добро пожаловать на наш канал. Сегодня у нас на распаковке новый виниловый проигрыватель от компании Project T1. Наша версия базовая. Она не включает в себя фонокорректор. Она включает в себя картридж Artophon OM5E. Ну, это базовый картридж. И, соответственно, для ее работы нам понадобится фонокорректор. Ну вот сейчас мы распакуем и посмотрим. Это новый проигрыватель из новой линейки, новая доступная модель, вот, хорошо полюбившаяся всем фирмы Project. Проигрыватель поставляется в такой достаточно небольшой коробке, вес коробки 5,5 кг. Давайте откроем, посмотрим, что нас ждет внутри. Здесь, видите, все достаточно интересно запаковано бумажным скотчем. Открываем коробку. В комплекте нас встречает инструкция, собственно, инструменты для настройки картриджа, ремень. Дальше, значит, вот мы видим вот такой мат из фетра. На который мы будем, собственно, с вами класть пластинку. Такой вот тоненький мат. Так, едем дальше. Дальше самое интересное. Ну, почти самое интересное. Так, первый элемент нашего проигрывателя — это крышка. Давайте на нее посмотрим. Вот она. Прозрачная пластиковая крышка с небольшим таким затемнением, вот, собственно, которая будет закрывать наш проигрыватель от пыли. Давайте ее положим, посмотрим, что нас ждет дальше. А вот дальше как раз лежит сам проигрыватель. Вот он, наш проигрыватель. Вот она, плита с проигрывателем. Мы видим кабель для подключения к звуковому устройству, в данном случае к фонокорректору. Это, собственно, кабель с разъемами типа тюльпан RCA. Давайте снимем полиэтилен. Давайте посмотрим, что у нас здесь есть. Вот у нас здесь есть крутящийся элемент, собственно, и есть вот сам привод. Вот привод, вот, собственно, крутящийся элемент, который мы потом позже с вами соединим ремнем. Вот видите? Так он крутится. И вот отсюда, собственно, передается крутящая сила, и, собственно, наша пластинка крутится. Давайте его пока снимем, чтобы не повредить. Посмотрим, что еще. Мы видим тонарм. Тонарм уже вот установлен. Вот, собственно. И на тонарм уже установлен картридж. Это вот базовый картридж компании Artophon 5E. Вот, он уже установлен и настроен. Вам не надо ничего настраивать, вообще не нужно ничего делать. Просто вы устанавливаете проигрыватель, собственно, и включаете его. Все, и музыка играет. Все очень просто. Сам проигрыватель из себя представляет плиту. Вот она, плита DSP. Достаточно толстая, сантиметр. Вот на этой плите закреплен мотор. Вот обратите внимание, вот это мотор. Вот он, двигатель. Соответственно, здесь у нас есть блок питания. Вот, он здесь встроенный. И, соответственно, он закреплен внизу нашего винилового проигрывателя. Очень удобно. От блока питания идет обычный шнур. Вот, сетевой 220. Дальше мы видим еще второй элемент. Второй элемент на проигрывателе — это как раз вот
назовем его так, аудиопередающее устройство, которое снимает звук с иглы, да, игла закреплена на тонарме, собственно, звук передается через кабель и потом переходит в другой кабель, это вот этот вот кабель, он у нас встроенный, так у нас базовая версия проигрывателя, он у нас прям встроен в плиту. Ну, здесь хороший шнур, достаточно толстый, вот, и помимо самого звукового сигнала, как бы сигнал идет без фонной коррекции, без предусиления, то есть он такой тихий-тихий, он прямо с иглы идет, да, и, соответственно, вот он передается по тюльпанам, вот тюльпан красно-белый, и еще заземляется вот с помощью вот такого вот элемента заземления, который которым будем подключать к фонокорректору. Вот, собственно, здесь стандартная история. Дальше что мы видим? Видим ножки, вот они ножки, снизу тоже они с мягким материалом, и они виброустойчивые достаточно, хорошие ножки. Еще один элемент нашей распаковки, да, помимо вот элемента, который вращает, собственно, нашу пластинку, вот он находится в самом низу коробки. Это стеклянный диск. Вот он. Это массивный стеклянный диск из настоящего стекла, который дает массу, который будет поглощать вибрации. И, собственно, на него мы будем класть фетровый мат, и на фетровый мат будем класть пластинку. Давайте его тоже откроем, посмотрим, потому что данный диск раньше шел, вот именно стекла, к дорогим моделям проигрывателей Project, да, это вот к проигрывателю Project Debut, например, он шел, а к обычным моделям не шел. Но вот сейчас вот к обычной модели он идет в комплекте, это очень круто, очень здорово. Вот такой красивый матовый стеклянный диск. То есть выглядит прекрасно, достаточно увесистый. Немного про скорость пластинок. Пластинки бывают двух скоростных режимов. 45 оборотов и 33 оборота. Вот, смотрите, вот это у нас альбом. Состоит из двух пластинок. Каждая из них работает на 33 оборотах. Именно вот эту скорость вам нужно переключать вот здесь на моторе. То есть вот на этом моторе вверх и низ вы используете для переключения. То есть вы переносите ремень сверху вниз, снизу вверх. Для этого в комплекте идет вот такой ключик вот, для переноски ремня. То есть вы берете вот так вот ремешок, оп, и переключаете его. Это базовая версия проигрывателя, самая простая. Здесь нет скорости переключения режимов работы двигателя. Вот. Но в принципе, если вы слушаете альбомы, ну, например, только альбомы, то вам достаточно иметь одну скорость. А если вы слушаете какие-то старые пластинки, либо пластинки там диджейские, где записано по одному, по два трека там на одной стороне максимум, то вы можете тоже использовать, например, другой режим. Но если вы часто переключаете режимы, конечно, я вам рекомендую выбрать версию с переключателем скорости. Вот. Дальше установка. Продолжаем нашу установку. И следующим элементом, который нам нужно одеть, это вот, собственно, наш стеклянный блин. Мы одеваем его сверху на вращающийся элемент. В принципе, наш проигрыватель собран. Теперь нам остается сверху разместить вот фетровый мат. Вот так вот. И все. Проигрыватель, в принципе, готов. Но, естественно, нужно не забыть с нашего тонарма снять вот здесь вот блокирующий, так сказать, тросик. Вот мы его аккуратненько снимаем. И все. Наш проигрыватель готов. Мы можем, видите, снять, можем поставить тонарм. Собственно, вот смотрите, еще у картриджа есть такая вот специальная защитная колба. Вот она снимается и одевается для того, чтобы вы не повредили иглу. То есть вы, когда перед прослушиванием, лучше всего перед прослушиванием, снять ее, а после прослушивания надеть обратно. Ну а теперь мы попробуем подключить проигрыватель и послушать нашу первую пластинку.
А теперь мы приступим к подключению проигрывателя. Для этого мы будем использовать тестовую пластинку. Вот она, наша пластинка. И будем использовать фонокорректор, тоже от компании Project. Это фонокорректор Optical Box E-фона. Видео про обзор данного корректора будет на нашем канале. Не пропустите. Как приступить к подключению? Первым делом в наш проигрыватель встроен кабель. Вот он, фона. Этот кабель, соответственно, передает звук со звукоснимателя к фонокорректору. Вот для этого у нас есть левый канал, правый канал, обычные, собственно, тюльпаны. Да, вот они даже вот помечены. Один и тоже один. Странно. И есть заземление. Вот. Собственно, заземление тоже нужно подключать к фонокорректору для того, чтобы не было помех и посторонних шумов. Смотрите, как мы подключаем. Мы берем наш фонокорректор. Вот. Здесь есть, значит, пометка с разъемом фоно-ин. Сюда вот подключаем в левый канал левый разъем, в правый канал правый разъем. И есть еще, значит, GND клемма. Это клемма заземления. Ground. Собственно, сюда вот мы зажимаем заземление наше. Можно, в принципе, использовать плоскую отвертку. Вот. Все, вы зажали. Чуть-чуть вправо его. И, как вы видите, теперь к этому фонокорректору нужно подключить питание. Вот оно, питание. 18 вольт. И звук будет выходить либо из линейного выхода, вот line-out, либо из оптического выхода. В данном фонокорректоре, как бы, соответственно, аналоговый линейный выход выполнен в виде мини-джека. Поэтому мы берем шнур мини-джек, вот он шнур, и вставляем его в line-out. Вот сюда вот. И подключаем питание. Все. Теперь наш проигрыватель подключен к фонокорректору, и мы можем приступить к установке пластинки и к проигрыванию нашей первой пластинки. Для этого мы берем, соответственно, пластинку, аккуратненько за край, да? Смотрим, оцениваем примерно взглядом количество пыли. Ну, в принципе, она не пыльная пластинка, это интересно, видите, цвет пластинки синий. Ставим ее на наш проигрыватель. Слева от проигрывателя, вот тут снизу, есть кнопка включения питания, которая запускает наш мотор. Вот, мы нажимаем на кнопку включения питания, запускается мотор, пластинка начинает крутиться. Дальше мы берем специальную антистатическую щетку. Данная щетка позволяет очищать пластинку. Очень просто и очень быстро. Соответственно, вот так вот ставим ее на пластинку, выводим к центру, выводим от центра, все, пластинка чистая. Теперь мы снимаем заглушку на картридже, вот так вот ее, и, соответственно, поднимаем наш тонарм и ставим вот, ну, где-то на начало первого трека. Вот так вот ставим и нажимаем регулятор, который опускает тонар на нашу пластинку. Вот мы на него нажимаем, игла опускается. Видите, пластинка немножечко кривовата, поэтому она вот так вот ходит вверх-вниз, вверх-вниз. Это на самом деле не очень страшно, но лучше, конечно, этого избегать. А теперь мы попробуем оценить звучание винилового проигрывателя Project T1. Для этого мы подключили его к системе, состоящей из сетевого проигрывателя, предусилителя Blue Sound Note 2i через аналоговый вход с помощью кабеля мини-джек на мини-джек к фонокорректору Project Optical Box E-фона. Как я уже ранее говорил, обзор данного фонокорректора будет на нашем канале. Там будет много чего интересного, потому что данный фонокорректор на самом деле один из уникальных фонокорректоров, который имеет в себе встроенный аналогово-цифровой преобразователь. То есть с помощью данного фонокорректора вы можете выводить звук с виниловой вертушки на ЦАП,
либо на компьютер через оптический цифровой вход. А теперь давайте поставим пластиночку и послушаем, как она будет звучать. Виниловый проигрыватель Project T1 является отличным проигрывателем начального уровня от известного европейского производителя Project, и мы можем смело его рекомендовать всем начинающим аудиофилам, которые только начинают свой путь в мире аналогового винилового звука. Всем спасибо, что смотрели наш канал. Оставляйте комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь. Дальше будет только интересней. До новых встреч!